Привет, меня зовут Евгений, и сегодня я расскажу, как передавать информацию из Google Contacts в Google Sheets. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать информацию из Google Контактов в другие системы. Например, через Google таблицы вы сможете вести учет ваших контактов, всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Google Contacts. Теперь необходимо указать действие. Выбираем «Загрузить контакты». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Google к системе Apex Drive. Вводим ваш логин и пароль. Обязательно ставим все галочки доступа. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и нажимаем «Продолжить». На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. Сейчас в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите данные, которые мы только что загрузили. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». Настройка источника данных Google Контактов успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы выбираем Google Sheets. Далее необходимо указать действие. Выбираем «Добавить строку». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Google к системе Apex Drive. Для этого необходимо указать логин и пароль от аккаунта. Обязательно ставим все галочки доступа. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и нажимаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо заполнить поля Google таблицы данными из Google Контактов. Выбираем нашу таблицу и лист, куда будут записываться данные. Для того, чтобы добавить переменную, кликните в поле и выберите ее из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только добавлять переменные, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые поля назначены, кликаем «Продолжить». Теперь вы видите пример данных, которые будут отправляться в Google таблицы. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Google Sheets». Переходим в систему и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе настройка приема данных Google таблиц завершена. Далее необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!